Дорогие зрители, всем доброго дня! Рада вас приветствовать на канале Тартамания. В этом выпуске будем готовить заварной бисквит, который отлично подходит для выпекания с ягодами. Благодаря специальной технологии приготовления бисквит получается в меру сладким, очень мягким, очень вкусным и влажным. Пропитывать его не нужно. Все ингредиенты желательно, чтобы были комнатной температуры. Сначала мы соединим муку, разрыхлитель и крахмал. Теперь хорошенько все смешаем лопаткой, чтобы они соединились между собой. Отставляем до нужного момента. Заранее нужно разделить яйца на белок и желтки. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы ни капли желтка не попало к белкам, иначе мы потом не взобьем меренгу. Сначала подготовим желтки. Добавляем к желткам щепотку ванилина. И тут по рецепту у нас есть 2 порции сахара. Берем маленькую порцию сахара и добавляем также сюда. Теперь с помощью миксера нам нужно взбить желтки в пышную пену. Начинаем с маленьких оборотов, чтобы сахар не выпрыгивал из миски. И постепенно увеличиваем обороты. Взбиваем несколько минут до посветления желтков и чтобы они взбились в пышную пену. Отставляем в сторонку и займемся белками. После желтков венчики от миксера нужно обязательно промыть и протереть чистой салфеткой, иначе у нас могут белки просто не взбиться. Добавляем к белкам щепотку соли, большую порцию сахара ставим возле себя и начинаем взбивать. Взбиваем белки до образования пышной пены. После этого добавляем сахар частями. Я разделила на 3 порции. И продолжаем взбивать. Высыпаем часть сахара. Продолжаем взбивать несколько минут, пока сахар не соединится с белками. После того, как мы добавим весь сахар, продолжаем взбивать еще несколько минут. У нас должна получиться такая плотная, красивая, пышная меренга. Готовая взбитая меренга должна хорошо держаться на венчиках, должна быть плотной и пышной. Теперь переливаем желтки к белкам и смешиваем лопаткой легкими, но быстрыми движениями сверху вниз до полного соединения. С этого момента нужно работать как бы аккуратно, но быстро, чтобы у нас белки не осели и чтобы бисквит получился таким, как надо. Сухие ингредиенты также добавляем частями. Можно разделить на 3-4 этапа. После каждого раза аккуратно, но быстро смешиваем легкими движениями. С добавлением сухих ингредиентов белки немножко осядут, масса будет не такая воздушная и пышная, она станет более плотной и слегка уменьшится в объеме. После этого нам нужно соединить молоко со сливочным маслом и нагреть до кипения. Я ставлю в микроволновую печь на 30 секунд. Доводим до кипения. В горячую жидкость добавляем немножко теста и хорошо смешаем. Мы немного понизим температуру молока, выливаем обратно к тесту и хорошо смешиваем. Тесто станет более жидким и эластичным. Теперь осталось добавить сюда только ягоды. Ягоды можно использовать или свежие, или замороженные. Я использую замороженные. Размораживать их не нужно. Для данного бисквита подходят разные ягоды. К
клюква, черника, голубика, пишта. В принципе, любые замороженные ягоды без косточки. Берем 2 подготовленные формы, застеленные пергаментом, так как этот бисквит нужно выпекать в 2 формах. Отправляем в духовку на 170 градусов на 30 минут. Готовые коржи проверяем шпажкой, она должна быть сухой. Оставляем коржи остудиться. После этого вырезаем коржи из формы и заворачиваем в пленку, чтобы коржи отстоялись минимум 4 часа. Если не собираетесь использовать коржи сразу, то их можно прямо в пленке поставить в холодильник. В холодильнике они могут храниться до 7 дней. Высота каждого коржа приблизительно 3 см. Для сборки торта каждый корж можно разрезать еще пополам. Общий вес 2 коржей 700 грамм. Ну что ж, как всегда напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. Всем пока, до встречи в следующем выпуске.